Добрый день, уважаемые трейдеры! В этом видео мы разберем торговую стратегию Форекс под названием «Недельный тренд». Более подробно данная стратегия описана на сайте strategyfoyu.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала МТ4. Итак, валютная пара британский фунт, американский доллар. Используем мы два временных интервала. Это дневной и 4-часовой график. И всего лишь один индикатор. Это экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12. Отображается она у нас только на дневном графике. Итак, вот обратите внимание, у нас открыт дневной график, скользящая средняя у нас зеленого цвета. Что нам нужно сделать? Нам надо, прежде чем приступить к торговле, допустим, у нас открывается новая торговая неделя, мы обращаем внимание, как относительно скользящей средней закрылась предыдущая неделя. Как видите, у нас последняя свеча предыдущей недели закрыта выше данной скользящей средней. Это означает, что уже на новой неделе мы будем рассматривать вариант на вход в рынок с покупками. Итак, как только мы это определяем, мы уже переходим на 4-часовой график и здесь уже ожидаем основного сигнала на вход в рынок. Итак, обратите внимание, вот на 4-часовом графике это у нас предыдущая неделя указана. Мы выделяем максимальное значение прошедшей недели и ждем пробоя этого уровня уже на текущей неделе, после чего мы устанавливаем ордер Buy Limit на том же максимальном значении прошедшей недели. Вот обратите внимание, у нас здесь максимальное значение предыдущей недели было пробито гэпом, после чего цена вернулась. Как видите, мы установили здесь ордер Buy Limit на максимальном значении предыдущей недели. Стоп-лосс по данной стратегии рекомендуется устанавливать за ближайшим локальным минимумом, однако он не должен превышать 100-105 пунктов и, конечно, не должен быть меньше 50-55 пунктов. Итак, давайте посмотрим. Наш стоп-лосс составил как раз порядка 100 пунктов, поэтому мы не пошли уже под предыдущий локальный минимум. Если у нас, допустим, имеется некий локальный минимум в размере 30-35 пунктов, то лучше рассмотреть установку стоп-лосса за следующим локальным минимумом. Итак, вот наш стоп-лосс уже установлен. Целевой ориентир у нас равняется всему размеру движения предыдущей недели. Вот, обратите внимание, мы измеряем расстояние от минимума к максимуму прошедшей недели, порядка 270 пунктов, и от точки входа мы откладываем это же расстояние. Вот порядка 260 пунктов мы получили. Ну, тут понятно, что мы имели небольшое отступление как на вход в рынок, так и для фиксации прибыли. Это что касается покупки. Теперь давайте посмотрим на пример для продаж. Итак, для этого нам нужно, чтобы последняя дневная свеча прошедшей недели у нас закрылась ниже скользящей средней с периодом 12. Следовательно, уже на текущей неделе мы будем рассматривать только продажи. После того, как мы это определили, мы переходим на 4-часовой график. Здесь мы выделяем минимальное значение прошедшей недели и ждем пробоя на 4-часовом графике этого значения, после чего мы будем устанавливать ордер Sell Limit. Итак, как видите, у нас пробой этот произошел где-то в середине недели. Мы установили ордер Sell Limit, практически сразу он был активирован. Еще несколько свечей цена поколебалась и уже пошла в нужном для нас направлении. Стоп-лосс мы установили выше последнего локального максимума. Он составил порядка 65 пунктов. Ну а Take Profit все так же у нас равняется размеру всего ценового колебания предыдущей недели. В этом случае он составил порядка 150 пунктов. И обратите внимание, через одну неделю целевой ориентир был достигнут. По классическим правилам торговли данной стратегии не рекомендуется открывать еще один ордер, если у нас на данный момент имеется еще активный ордер. То есть, пока одна сделка не достигла целевого ориентира, либо не закрыта по стоп-лоссу, мы новых сделок открывать не должны. Но, в принципе, для агрессивных трейдеров это правило можно проигнорировать. То есть, каждую неделю, несмотря на то, что имеются ли у нас открытые сделки, либо нет, открывать новые ордера при получении соответствующих сигналов. Также следует сказать, что активация отложенного ордера должна произойти в течение 6-8 свечей. Если после пробоя уже прошло 6-8 свечей, то лучше этот ордер удалить, потому что, скорее всего, при возврате цена уже вниз или вверх, то есть в нужную для нас сторону, не отобьется. По крайней мере, шансов для этого
на тот момент уже будет очень мало. Теперь давайте разберем еще один очень важный фильтр. Он помогает нам отфильтровать большую часть убыточных сделок. Итак, обратите внимание на данную ситуацию. Здесь мы должны были рассматривать варианты на покупку. Но очень важное дополнение. Если в течение текущей недели, еще до активации нашего ордера или получения сигнала на вход в рынок, на дневном графике мы увидели, что цена пересекала и дневная свеча закрывалась с обратной стороны скользящей средней, то в течение этой недели мы уже торговать больше не будем. Вот, обратите внимание, здесь произошло это пересечение, следовательно, мы уже ни в коем случае, даже если цена пойдет вверх, сделок здесь заключать не будем. То же самое касается и этого случая, вот обратите внимание. То есть, еще раз повторюсь, если в течение недели на дневном графике происходило пересечение скользящей средней, то на этой неделе торговать мы не будем. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать по данной стратегии. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания.